Привет, друзья! Сегодня у нас тортилья, или по-другому испанский омлет, который состоит из трех ингредиентов. Картошка, яйца и лук. Еще ее называют картофельная тортилья. В Израиле очень широко распространены всевозможные завтраки, но тортилья является таким блюдом, которое подается и в барах, и в кафе, и оно может быть подано и днем, и вечером. Просто подается кусочек тортильи с хлебом. Хлеб макается в вытекающую яичную вот эту вот смесь. Это очень вкусно, запивают это вином, и получается очень интересно. Итак, погнали. Первое, что мы делаем, мы чистим картошку. Я готовлю тортилью на двоих, поэтому у меня будет не огромная порция. У меня будет небольшая порция в небольшой сковородке, но вполне достаточная для 2 человек. И этот вариант, конечно, можно увеличить. Вообще нет никаких проблем сделать тортилью на целый стол. Это даже интересно, потому что поставить рядом с тортильей всевозможные закуски, и каждый человек будет для себя находить свой этот кусочек по-новому. В этой порции важно, чтобы сковородки были с антипригарным покрытием. Мы используем тут картофель, как бы не ставим его в воду, чтобы убрать из него крахмал. Поэтому важна сковородка с антипригарным покрытием. Нарезаем картошку. Сначала я нарезаю на вот такие ломтики. Важно, чтобы эти ломтики были одной толщины, потому что они будут создавать нам слои в этой яичнице, в этом омлете. Дальше мы нарезаем лук. Лук у нас тоже нарезается на небольшие кусочки. Далее мы берем растительное масло и наливаем в сковородку. Накаляем масло и начинаем обжаривать лук. Я люблю добавить немножечко сухого чили. Он придаст такую пикантность. Дальше идет картошка. Ставлю огонь на средний. Перемешиваю хорошо. И оставляю на 20 минут. Иногда перемешивая, чтобы равномерно все обжарилось. Картошка и лук уменьшились в размерах. Сейчас я буду уже это все снимать. Картошка стала мягкой. Я жду приобретения такого легкого золотистого цвета и буду снимать. Первая часть готова. И мы процеживаем картошку. Сливаем масло. Я хочу убрать как можно больше масла из картошки. Максимально убрать масло. Потому что потом при жарке это масло все будет всплывать вверх. Это нам не нужно. Нам надо, чтобы у нас был чистый слой яичницы, картошки и лука. Дальше я разбиваю яйца. Взбиваем яйца. Добавляю соль. Добавляю перец. И картошку. За счет того, что у нас картошка с луком горячие, яичница начинает работать. Происходит процесс такой медленной варки внутри яиц. Это нам надо. Потихоньку яичница приобретает состояние крема. И это нам поможет потом при обжаривании тортильи. Я беру сковородку, наливаю в нее оливковое масло холодного отжима. Это то масло, на котором я буду готовить тортилью. И накаляю его. Масло у нас нагрелось, я добавляю тортилью. Готовят тортилью постоянно. Следим, чтобы у нас не обгорели стороны.
Я люблю готовить тортилью, чтобы она была такая не сильно жидкая, но не сухая. И поэтому я сейчас слежу, чтобы она у меня не перестояла. Переворачиваем тортилью. Красавица. И продолжаем дальше жарить на второй стороне. Пришло время пробовать тортилью. Гляньте, какая красота у нас получилась. Высокая, красивая, обжаренная, внутри мягенькая еще. Вот она какая у нас внутри. Очень вкусно. Картошка вместе с луком. Такое у них состояние кремообразное. Мягкое, очень вкусное. И хочется еще. Это хорошо подать с ломтем хлеба, бокалом вина. Друзья, подписывайтесь на наш канал, нажимайте куда надо, будьте со мной, готовьте со мной, впереди много интересного. Готовьте тортилью, это прекрасное вкусное блюдо, а вам всего-всего хорошего. Пока.